Подбирая персонал для своей организации, приходилось ли вам когда-либо ошибаться? Бывало ли так, что вы делали набор, набирали на работу людей, и оказывалось так, что эти люди не совсем правильные для вашей организации? Не знаю, как вы, но мне это приходилось переживать несколько раз. И чтобы сегодня мы с вами не оказались в такой ситуации, я предлагаю совместно разобрать очень известную технику проведения интервью, которая называется STAR-модель. Добрый день! Спасибо, что смотрите мой YouTube-канал. Меня зовут Лаура, я международный SHRM-сертифицированный и HR-тренер. Сегодня я предлагаю разобрать очень известную технику проведения интервью, которая называется STAR-модель. Прежде всего хочу оговориться, что любая техника, какую бы технику вы ни использовали, она все равно вам не дает стопроцентной гарантии, что вы сделаете свой правильный выбор и стопроцентно вы не ошибетесь. То есть даже если вы используете STAR-модель или психологические тесты, которые достаточно широко используются, это вам не даст стопроцентной гарантии. Но с другой стороны, это не означает, что вы не должны использовать эти модели, техники, тесты. Конечно же, используйте. Это по-любому уменьшит риск того, что вы сделаете свой неправильный выбор. Это вам реально поможет выбрать более правильных и подходящих кадров. Давайте посмотрим, в какой ситуации же нужно использовать STAR-модель и вообще, что такое STAR. STAR – это, конечно, аббревиатура, хотя в переводе с английского языка STAR означает звезда. Но на самом деле это ничего общего со звездой не имеет. Аббревиатура таких слов, как Situation, Task, Action and Result. То есть это аббревиатура английских слов. В переводе с английского это означает ситуация, задание, действие и результат. Давайте посмотрим, в каких ситуациях было бы правильно использовать модель STAR при собеседовании. Предположим, вы хотите проверить поведенческие компетенции у своего кандидата, у вашего потенциального сотрудника. Речь идет о поведенческих компетенциях, таких как лидерство, как коммуникация, стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, насколько человек умеет налаживать взаимоотношения в команде, насколько он неконфликтный. Вот это все является поведенческими компетенциями. И поведенческие компетенции при помощи только вопроса «да» или «нет», ответа «да» или «нет», их проверить невозможно. Предположим, вы хотите проверить, насколько человек стрессоустойчивый. Если вы зададите вопрос, что вы стрессоустойчивый, конечно, любой умный кандидат скажет, что да, конечно, я стрессоустойчивый, я очень переношу все такие стрессовые ситуации. Также, если вы спросите своего кандидата, у вас есть лидерские качества? Конечно, я лидер и так далее. То есть ни один кандидат вам, можно сказать, не признается, что он не является лидером. Возможно, потому что он не знает, есть ли у него эти компетенции или нет. И чтобы не было таких затруднений при проверке поведенческих компетенций, как раз таки эта структура проведения интервью STAR, она вам очень поможет. Давайте я хочу с вами совместно разобрать один конкретный пример. Предположим, вы хотите проверить лидерские качества у сотрудника. А прежде всего вы просите сотрудника, кандидата, точнее сказать, чтобы он вам описал какую-то ситуацию, в которой он или она оказались, где он или она должны были проявлять свои лидерские способности, лидерские качества. То есть вы начинаете прежде всего с ситуации, когда вам кандидат описывает очень детально ситуацию. Когда вы услышали ситуацию, вы обязательно должны спросить у сотрудника, а какое было конкретное ваше задание в этой ситуации? Что требовалось сделать в этой ситуации? И кандидат начнет описывать конкретно. Я должен был сделать это и третье, десятое и так далее. Следующим этапом, когда вы узнали, какое уже задание должен был сделать ваш кандидат, вы спрашиваете, какие действия он предпринял. Конкретно, какое решение он сделал. Например, какими действиями он проявил свои лидерские качества. Возможно, он начал помогать другим членам команды. Возможно, он какую-то идею выдвинул. Возможно, он заметил какую-то проблему и об этом сказал. Возможно, он увидел, что
какой-то из членов команды просто он растерялся, не знает, как поступить в той или иной ситуации. И он как бы выполняет функцию навигатора. Это тоже относится к лидерским компетенциям. После того, как ваш кандидат расскажет о конкретных действиях, обязательно спросите его о результате. Какой был результат вот как последствие этой ситуации? Он принял эти действия, он принял самостоятельное решение. Он стал ли довольным результатом этой ситуации? Еще я очень советую спросить у него, насколько оказался его менеджер довольным результатом этой ситуации. Возможно, ваш кандидат скажет, что вот я очень остался довольным, а мой менеджер, он не остался довольным. И здесь, конечно, стоит спросить у вашего кандидата, а что вы сделали не так? А как бы вы поступили в следующий раз? Вот если вы еще окажетесь в такой ситуации, что бы вы конкретно сделали? Вот это очень важные моменты, которые стоит обсудить с кандидатом. Опять-таки, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего собеседования, я хотела бы вам просто еще раз подчеркнуть и напомнить, что компетенции, особенно поведенческие компетенции, проверять при помощи просто открытых вопросов, это не то чтобы неправильно, это вам не даст желаемого результата. И вы увидите, что вы вместо того, чтобы нанять на работу хорошего лидера с хорошими качествами лидерства, вы наймете на работу очередного сотрудника. Потому что многие кандидаты все же во время собеседования, они натренированы, как правильно отвечать, как себя преподносить. И как раз таки, чтобы уменьшить вот риск того, что вы сделаете неправильный выбор, метод STAR вам очень-очень поможет. Как вы уже увидели, он достаточно структурный и включает в себя элементы того, что вы спрашиваете о ситуации, вы спрашиваете конкретно о задании, о действиях и о результате. Еще один вопрос, который вы можете естественным образом мне задать, и вот сразу он возникает. А что, если кандидат никогда не был в этой ситуации? Что стоит делать в этой ситуации? В этой ситуации имейте на запас несколько ситуаций, например, по лидерству, несколько ситуаций по коммуникации, несколько ситуаций, где очень такая стрессовая, напряженная ситуация. И сами расскажите ситуацию. Дайте ситуацию кандидату и попросите его просто отреагировать в этой ситуации. Как ваш кандидат отреагировал бы в этой ситуации? К примеру, какие он действия предпринял бы и какой был бы желаемый результат от этих действий. Вот опять-таки, если у вашего кандидата нету конкретной ситуации, сами дайте эту ситуацию ему. Итак, друзья, чтобы меньше ошибаться во время собеседования и сделать правильный выбор, выбрать тех самых нужных и правильных кандидатов для той или иной позиции вашей организации, я призываю вас всех использовать STAR метод во время собеседования. Желаю вам удачи. Спасибо.